Друзья, приветствую вас на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня мы с вами будем обсуждать полное солнечное затмение, которое состоится 12 августа. И поговорим об общих тенденциях, о рекомендациях для каждого, невзирая на знак зодиака, что стоит делать, что не стоит делать, потому что это затмение у нас такое достаточно коварное. Также поговорим о том, как на вас повлияет затмение, если оно задевает у вас какие-то конкретные точки в вашем гороскопе. Я все расскажу, как нужно делать, поэтому не торопитесь сразу переключать на свой знак зодиака, и потом уже перейдем к каждому знаку зодиака и обсудим для каждого знака зодиака результаты. Первое, о чем мы с вами должны поговорить. Солнечное затмение 12 августа, пик у меня стоит варшавское время 18:28, то есть вы считаете по своему часовому поясу, если вам это интересно. И солнечное затмение у нас состоится в знаке зодиака Рак, в созвездии, которое называется Ашлеша. С одной стороны, в принципе, здесь у нас на солнечное затмение формируется такая йога благоприятная, называется Гаджи Кешри йога, йога счастливчика. Возможно, действительно кому-то повезет, возможно, действительно кому-то улыбнется удача на это солнечное затмение, какую-то удачу в какую-то конкретную сферу жизни оно принесет. Но само созвездие, в котором происходит солнечное затмение, оно слегка коварное. Символ этого созвездия — свернувшаяся в клубок змея. Змея — это не только хладнокровие, но это еще и хитрость, коварство, обман. Поэтому, когда у нас происходит затмение, мы, в принципе, можем быть подвержены больше импульсивности, каким-то спонтанным поступкам, но особенно, когда затмение происходит в созвездии Ашлеша, мы должны еще более внимательны быть. И поэтому я не рекомендую в день затмения, накануне затмения, хотя бы за 3 дня до и 3 дня после. То есть вот у нас 12 августа затмение, 11, 10, 9 августа, и после 12 августа, 13, 14, 15 хотя бы в это время воздержаться от употребление любых токсических веществ, алкоголь, ну, насколько возможно, не перебарщивайте, если вы курите с курением, от употребления других видов токсических веществ. Когда происходит затмение в этой накшатре, может быть склонность к отравлениям. Поэтому, кроме токсических веществ, я рекомендую не употреблять в пищу какие-то подозрительные продукты, не употреблять в пищу то, что у вас долго лежало, какие-то консервы, какие-то вещи, которые вы раньше не пробовали. Морепродукты, может быть, тоже старайтесь особо на них не налегать, не употреблять. И то, что может, особенно сейчас жара, то, что может легко портиться, есть вероятность каких-то интоксикаций. Кроме того, змея символизирует обман, хитрость и коварство. Поэтому не рекомендуется в эти периоды заключать какие-то важные сделки, договора. И у каждого вполне вероятно по тем домам, где у вас будет происходить затмение, тоже могут быть такие истории какого-то обмана, хитрости, манипуляций, когда может кто-то давить на жалость, либо может кто-то хитростью втираться в доверие. То есть будьте бдительны. Но есть еще одна такая важная черта Ашлеши. Из отрицательных, если мы будем брать, это жадность и прожорливость. Жадность и прожорливость может заключаться как в том, что мы просто неуемно себя не контролируем в пище, так и в том, что мы можем хотеть какой-то быстрой наживы, и из-за этой быстрой наживы, из-за этой жажды наживы потерять больше, чем мы можем на самом деле заработать. Поэтому все сомнительные сделки, все мысли о том, что вы можете сейчас резко разбогатеть, пожалуйста, относитесь к таким вещам критично. И здесь жадность не будет играть вам на руку, не в плюс, если вы будете отстаивать и хотеть отобрать какой-то, откусить кусок побольше. И тогда, когда вы будете для себя что-то зажимать, и лучше я на себе сэкономлю, и
это даст мне пользу. Нет, жадность ни в одну, ни во вторую сторону здесь полезна не будет. Поэтому не жадничаем, не пытаемся что-то урвать, не пытаемся где-то схитрить, просунуться, протиснуться, обмануть и впрыснуть яд куда-то, потоксичить. Ашлеша, кроме всего прочего, еще и такая очень духовная накшатра. И здесь больше подходят такие занятия, как йогой заниматься, читать мантры, если вы читаете мантры, слушать мантры, какие-то вещи более благостные, какие-то вещи более благоприятные, расслабляющие, которые могут принести вам больше пользы, чем вот такие вот поиск быстрых удовольствий, поиск жажда наживы и так далее. То есть не вступаем ни в какие сделки, не пытаемся урвать кусок, не едим что-то подозрительное, не пьем. Девочки, когда идем в бар, следим за своими коктейлями, напитками и так далее. То есть в первую очередь стараемся избегать различных интоксикаций как в общении, так и во всех остальных случаях. И деньги. Поскольку история про жадность в том числе, поэтому с деньгами тоже аккуратно, никуда не вкладывайте и и не зарьтесь на какие-то обещания легких денег. Хотя не исключено, что кто-то в этот период может извлечь какую-то выгоду и получить какие-то бонусы, потому что Ашлеша может давать и такие благоприятные результаты. Теперь давайте поговорим про то, как на кого будет влиять это затмение в общем. Как мы смотрим это видео? Мы смотрим это видео для знака зодиака восходящего, если вы знаете точное время своего рождения, и для знака зодиака Луны тоже, если вы знаете точное время своего рождения, потому что я получаю разные комментарии. Иногда мне люди пишут, что по знаку Луны лучше работает, поэтому по знаку Луны, то есть если вы знаете точное время рождения, то тогда смотрите и по знаку Луны, и по восходящему знаку. Два прогноза для себя посмотрите, и потом сделайте выводы. Если вы не знаете точное время своего рождения, то постройте, пожалуйста, свой гороскоп на то время, которое вам известно, и посмотрите знак зодиака, в котором у вас находилась Луна в день вашего рождения. И смотрите это видео для знака зодиака Луны, то есть тот прогноз, который я буду называть для знака зодиака Луны, он тоже у вас будет отлично работать. Хочу вас попросить, мои дорогие друзья, быть щедрыми и не забывать ставить лайки этому видео. Если вы поделитесь им еще с друзьями, где-то порекомендуйте, тоже отдельное спасибо, потому что YouTube в последний год меня очень сильно не любит, не продвигает практически мои видео, и мне приходится выпрашивать у вас ваше внимание и просить вас поставить лайк. Конечно, для большинства людей затмение будет обычным днем. У некоторых это период такой глубокой психологической, может быть, трансформации, жизненной трансформации. Но затмение чаще всего очень сильно влияет тогда, когда оно совпадает с какими-то градусами в нашем гороскопе. И что мы делаем? Для тех, кто не знает, как посмотреть свой гороскоп, как разобраться, что-то у вас там получится, не получится, будет влияние, не будет влияния. Заходим на вот такой вот сайт vedichora.ru. Он еще есть vedichora.com. Строим свой гороскоп. Когда вы заходите, набираете в поисковой строке, у вас появляется окошко, куда нужно ввести ваши данные, дату рождения, место рождения, время рождения. Иногда гороскоп не определяется по часовому поясу, нужно будет тогда часовой пояс свой посмотреть правильный и рассчитаем гороскоп. Вы рассчитаете гороскоп, и у вас здесь видно в гороскопе, внизу будет табличка, и в этой табличке у вас будет видно градус асцендента. Если градус асцендента у вас примерно вот такой, плюс-минус 3 градуса, то есть примерно от 22 градусов до 29 градусов. Если у вас асцендент находится, то, скорее всего, это затмение на вас повлияет по тому дому, где оно у вас будет происходить, потому что оно будет на куспиде этого дома гороскопа. Например, у вас асцендент 25-45, Овна, затмение у вас происходит в 4 доме гороскопа, значит, по 4 дому гороскопа у вас будут очень сильные результаты. Потом мы смотрим, есть ли у нас планеты в знаке зодиака Рак и в знаке зодиака Козерог.
Знак зодиака Рак — это там, где у вас в гороскопе цифра 4. Знак зодиака Козерог — это там, где у вас в гороскопе цифра 10. Если у вас есть планеты в знаке зодиака Рак и в знаке зодиака Козерог, то вы смотрите опять их градусы. Если у вас планеты попадают в градус от 22 градусов до 29 градусов Рака или Козерога, значит, по этим планетам тоже у вас будут происходить значимые перемены в ближайшие полгода. Как минимум. Может быть, они произойдут в день затмения, может быть, они произойдут за несколько дней до затмения, может, они произойдут там через неделю, через месяц, но в ближайшие полгода. Теперь, как понять, какие будут результаты? По домам гороскопа у кого какие будут результаты, я буду рассказывать, потому что у всех все равно будет какая-то направленность в эту сторону, даже если вас очень сильно затмение не повлияет, но все равно эта сфера будет активна. Но по планетам мы тоже можем выделить результат, если у вас планеты попадают на градус затмения, какие события можно ожидать в ближайшие полгода по данной планете. Итак, если затмение у вас попадает на Солнце, то есть Солнце в вашем гороскопе находится от 22 до 29 градусов знака зодиака Рак, либо знака зодиака Козерог. Солнце у нас отвечает за проявление себя в этот мир. Солнце отвечает за то, как мы свои таланты реализуем. Солнце также показатель отца, руководителя, Солнце показатель власти, той, которую мы приобретаем, и та, которая над нами власть. То есть это наш непосредственный руководитель, это госорганы, государство, в котором мы живем и которому, условно говоря, подчиняемся. Поэтому, когда затмение происходит на Солнце, могут происходить важные перемены в профессии. Кто-то может получить власть, кто-то может нечаянно ее потерять. Поэтому будьте аккуратны к статусу, репутации, к своему общественному проявлению. Периоды, когда затмение происходит на Солнце, могут давать посещение каких-то значимых мероприятий, ярких, также публичности, каких-то выступлений, перемены в жизни отца, перемены в отношениях с отцом. Если вы с отцом давно не виделись, то, возможно, долгожданная встреча с отцом, перемены в отношениях с руководителем, перемены в государстве, в котором вы живете, тоже в том числе могут быть либо в ваших отношениях с государственными органами, и перемены в вашем проявлении в обществе. То есть кто-то может начать сиять и публично себя как-то проявлять, допустим, начать вести соцсети. Если затмение происходит на Луне, то есть Луна в вашем гороскопе находится от 22 до 29 градусов знака зодиака Рак, либо знака зодиака Козерог. Луна — это наша психика в первую очередь, поэтому вы можете почувствовать в ближайшие полгода какие-то и ментальные качели, и психологические качели. Луна — это очень эмоциональная планета. Бывает такое, что наше настроение меняется от абсолютного счастья до слез, и поэтому это в первую очередь такая психологическая история, когда мы можем испытывать различные эмоции, но эти эмоции чаще всего испытываются, потому что в нашей жизни происходят какие-то яркие события. Кроме этого, Луна — это психологическая безопасность, поэтому могут очень ярко вставать вопросы защиты себя, вопросы места жительства, где жить, как жить, вопросы уюта, обустройства дома, допустим, покупка мебели, ремонт и все, что связано с уютом, обустройством и с обеспечением себе таких комфортных каких-то границ. Поэтому, конечно, неудивительно, что кто-то даже может и недвижимость тоже задуматься купить. Также Луна — это мама. И мама здесь в контексте может быть, что в ближайшие полгода вы, допустим, встретитесь с мамой, если давно не виделись, либо произойдут какие-то важные перемены, события жизненные у мамы, либо в отношениях с мамой. Если затмение попадает на Марс, то есть Марс у вас находится от 22 до 29 градусов знака зодиака Рак, либо знака зодиака Козерог, это означает, что в ближайшие полгода могут либо возникнуть, либо решаться какие-то вопросы, связанные с местом проживания и недвижимостью. Марс у нас отвечает за недвижимость. То есть купить жилье, продать жилье, переехать, наконец-то начать копить, какой-то счет открыть и так далее. Также Марс — это показатель колюще-режущих предметов, огня, пара, оружия, поэтому кто-то захочет себя как-то преобразить, у кого-то, возможно, будет плановая операция,
Кто-то захочет спортом очень активно заниматься, но при этом не забывайте о том, что Марс — это планета конфликтов, поэтому избегайте в ближайшие полгода всевозможного риска. То есть не занимайтесь экстремальными видами спорта, не пробуйте такие виды деятельности, которых вы не знаете, которые несут в себе потенциально опасность. Ну и не вступайте в противостояние с другими людьми, потому что Марс — это конфликтность в том числе. Если затмение у вас на Меркурии, то есть Меркурий находится от 22 до 29 градусов знака зодиака Рак, знака зодиака Козерог, то это, конечно, в первую очередь перемены в документах, коммуникациях. Кто-то, может быть, захочет купить телефон, поменять телефон, компьютер, техника у нас вся под Меркурием будет, и поэтому это могут быть перемены, связанные с техникой, связанные с документами. Возможно, визу вы получите долгожданную, либо вы получите какой-то паспорт, либо вы еще получите какой-то важный для себя документ. Меркурий — это коммуникации, сделки и договоренности, поэтому, возможно, у вас будет какое-то заключение сделки, договора в ближайшие полгода. Также это ведение социальных сетей, ведение бизнеса. Кто-то стартанет бизнес, у кого-то будут перемены в бизнесе, кто-то захочет имя, фамилию поменять и так далее. Все, что связано с наименованием, все, что связано с бизнес-инициативой, тоже у нас связано с Меркурием. Если у вас затмение попадает на Юпитер, то есть Юпитер в вашем гороскопе находится от 22 до 29 градусов Рака либо Козерога, для тех, кто очень хочет забеременеть либо родить ребенка, это вероятность зачатия либо рождения ребенка. Также затмение на Юпитере может означать поступление в институт, начало какой-то важной, значимой учебы. Юпитер — это еще и учителя, встреча своего учителя, начало занятий с каким-то репетитором, либо просто встреча с каким-то важным, значимым для вас человеком, который будет для вас как наставник, защитник, покровитель. Юпитер отвечает за большие деньги, поэтому перемены в финансах могут быть, это могут быть перемены в уровне оплаты труда, какие-то премии, какие-то поступления, но также вам нужно быть аккуратнее, потому что могут быть и крупные какие-то траты, расходы, необдуманные, либо незапланированные. И перемены у детей тоже могут быть по Юпитеру. В женском гороскопе Юпитер отвечает за мужа, поэтому, в принципе, для женщин затмение на Юпитере может означать в какое-то ближайшее время, допустим, в течение полугода, знакомство с каким-то значимым мужчиной. Если затмение на Венере происходит, Венера у нас тоже отвечает за деньги, то есть если Венера в вашем гороскопе от 22 до 29 градусов знака зодиака Рак-знака зодиака Козерог, то тоже могут быть перемены по деньгам, по выплатам, по премиям, по уровню оплаты труда, по вашим накоплениям. А также Венера у нас отвечает за транспорт, поэтому купить, продать машину могут быть мысли и желания, за красоту, преображение, сменение имиджа, гардероба, изменение формы тела, какие-то покупка украшений, ювелирных изделий, покупка предметов роскоши. Но Венера у нас отвечает еще и за партнерство. Партнерство может быть как личным, то есть может быть перемена в личной жизни, встреча кого-то важного, значимого, либо в текущих отношениях могут происходить перемены, так и бизнес-партнерство, какие-то перемены в отношениях с людьми, и заключение, допустим, регистрация партнерского бизнеса, либо на появление в вашей жизни человека, который будет для вас как компаньон. Если затмение на Сатурне, то Сатурн — это у нас, конечно, ответственность. Ответственность. Сатурн — это статус, поэтому затмение на Сатурне может давать необходимость что-то привести в порядок, навести, в принципе, порядок в ваших каких-то сферах жизни, придать чему-то законность, где-то придется потерпеть, где-то придется сжать зубы. И затмение на Сатурне в том числе может давать активизацию темы здоровья, потому что Сатурн — это болезни,
И, возможно, какие-то хронические болезни, нужно на них обратить внимание, возможно, какие-то обязательства, на которые нужно обратить внимание. Может быть такое, что вы на себя возьмете какие-то дополнительные обязательства, когда у вас затмение будет на Сатурне. Ну и если у нас затмение на Раху и Кету, то это значит, что это для вас важные 1,5 года наступают, у вас возврат узлов, и здесь у нас будет результат в первую очередь по оси тех домов, на которых у вас происходит это затмение. Уран, Нептун, Плутон мы не рассматриваем, потому что у меня недостаточно наблюдений о том, как затмение на Уран, Нептун, Плутон будет влиять. И, в принципе, наверное, все-таки это не очень правильно на это акцентироваться. Теперь давайте перейдем к каракам. Помимо того, что у нас затмение попадает на какую-то конкретную планету, в вашем личном гороскопе эта планета занимает какую-то определенную роль в зависимости от того, в каком градусе она у вас находится в вашем личном гороскопе. И когда вы построите свой гороскоп, вы увидите вот список из таких вот карак. Атма карака, Амати карака, Дара карака, Гнати карака. У всех будет порядок разный. Но ту планету, которая у вас попадает на затмение, вы должны посмотреть, какие напротив нее буквы написаны. И в соответствии с тем, какие буквы написаны, какой я вам сейчас скажу результат, это у вас будет дополнительное влияние затмения. Если у вас затмение попадает на планету, которая у вас обозначена буквами АК, это атмакарака. Атмакарака — это показатель души и показатель нашего здоровья. Поэтому тема здоровья, тема внешности, тема нашего проявления в мир в ближайшие полгода тоже может быть актуальна. Тема нашей яркости, заметности, наших обязательств тоже в какой-то степени может быть проявлено. Если затмение попадает на планету, которая обозначена буквами АМК, это Аматия Карака, показатель профессии, поэтому в ближайшие полгода в вашей карьере, работе могут происходить какие-то значимые перемены. Смена работы, смена должности, смена отдела, в котором вы работаете, изменение в уровне оплаты труда, получение каких-то важных документов, изменения в документах и всего, что связано с вашим статусом, то есть даже новый статус какой-то, либо смена статуса. Если затмение попадает на планету, которая обозначена у вас как ДК, то есть Дара Карака, это значит, что в ближайшие полгода могут происходить перемены, связанные с партнерством. Партнерство личное, либо партнерство в работе, то есть могут происходить перемены в личной жизни. Если вы не в отношениях, то в ближайшие полгода у вас могут начаться отношения. Если вы в отношениях, то в отношениях может поменяться статус, но также это может быть заключение бизнес-партнерства. Очень внимательно будьте, если затмение попадает на планету, которая обозначается как ГК. Это Гнати Карака, показатель врагов, долгов, болезней. То есть это значит, конечно, для кого-то, что вы можете взять какой-то крупный кредит, но также это может означать активизацию каких-то старых заболеваний, либо в принципе нужно быть внимательнее к здоровью, избегать экстримов, когда затмение на Гнати Караке. Также это могут быть вопросы занятий спортом, лечения, вопросы долговых обязательств, вопросы конфликтов с другими людьми, поэтому будьте аккуратны в первую очередь. Если затмение попадает на планету, которая обозначается у вас как МК, Матри Карака, это означает перемены в 2 сферах, в 3. В отношениях с мамой, либо перемены у мамы, в сфере недвижимости и транспорта. То есть 3 сферы: где жить, как жить, на чем ездить и что у нас с мамой. Может быть, с мамой давно не виделись, пора увидеться. Может быть, машину пора поменять, может быть, пришло время купить квартиру. То есть эти темы могут быть активированы затмением. Если затмение попадает у вас на планету, которая обозначена буквами ПК, то есть Путра Карака, это означает, что в вашей жизни будут происходить перемены, связанные с детьми, деторождением, обучением, проектами. И может быть зачатие, рождение ребенка, может быть ребенок куда-то поступил, может быть у ребенка какой-то важный жизненный этап, может быть у вас важный жизненный этап, связанный с обучением. То есть вы пошли на учебу, закончили учебу, начали какой-то творческий проект, начали заниматься с тренером, репетитором, появился домашний питомец, тоже по Путракараке. Если затмение на
планете, которая у вас обозначена буквами БК, это Бхатрикарика, показатель отца, друзей, документов, братьев и сестер и борьбы. Это значит, что в ближайшие полгода могут быть проявлены такие темы, как отношения с друзьями, дружба, появление, может быть, друга, либо какие-то перемены в дружбе, отношения с братьями и сестрами, перемены в отношениях с братьями и сестрами, перемены у братьев и сестер, отношения с отцом, перемены у отца, а также документы, оформление документов, получение документов. Не рекомендуется хитрить с государственными органами, когда затмение на Бхатри-караке, потому что это все вышестоящие органы власти. Но также затмение на Бхатри-караке может означать период борьбы в жизни. Борьба — это конкуренция, это не обязательно плохо. Это может означать, что вы, например, в каких-то выборах участвуете в какой-то конкурентной борьбе, в конкурсе, в соревновании. То есть этап, когда вы вступаете в какую-то борьбу. Ну и, в общем-то, на этом обзор планеты Карак у нас завершен. Хотелось бы отдельно еще добавить, что в момент, когда у нас будет затмение, у нас будут очень важные точки, отвечающие за деньги. Юпитер и Венера в таких особенных для себя положениях. Юпитер как планета денег в знаке своей экзальтации, Венера в знаке своего падения. Но при этом Юпитер попадает на затмение, а Венера будет в знаке своего падения. Это две планеты, отвечающие за деньги. И в первую очередь, конечно, хотелось бы рекомендовать быть всем осторожнее в финансовых вопросах, потому что какие-то значимые колебания валют, рынков на такое затмение тоже могут происходить. Значимые колебания в личных отношениях тоже могут происходить, тем более, что Венера у нас еще под аспектом Сатурна в момент затмения, планета ограничений. По счетам могут происходить какие-то значимые перемены, поэтому если у вас есть вероятность, что вас могут счет, например, заблокировать, то будьте бдительны тоже, там деньги держите в разных кошельках, в разных местах. Ну и если вы сомневаетесь в каких-то финансовых операциях, то тоже лучше не производите, потому что это затмение может давать очень сильные результаты по деньгам. Ну и теперь давайте говорить про каждый знак зодиака. Что каждому знаку зодиака принесет это затмение? Овны. У вас затмение в 4 доме гороскопа, и в 4 доме гороскопа формируется гаджи кеши йога, йога счастливчика. С одной стороны, конечно, затмение в 4 доме гороскопа — это затмение разума по теме недвижимости, транспорта, места жительства. Поэтому, когда такое затмение происходит, акцент смещается на тему, где мы живем, как мы живем, но и на то, чтобы вот что-то вот очень хочется как-то поменять, переехать, либо, может быть, срочно купить машину, либо еще что-то. И вам в первую очередь по затмению в Ашлеше, в созвездии Ашлеша, стоит избегать различных махинаций, связанных с документами на жилье, на транспорт, на недвижимость. Когда вы, допустим, ищете квартиру в аренду и дистанционно где-то подписываете документы, лучше все самостоятельно перепроверять. Лучше все самостоятельно решать, прибегать к помощи специалистов проверенных, потому что может быть затмение разума именно по темам места жительства и по темам недвижимости и транспорта. Также 4 дом гороскопа — это дом мамы, поэтому затмение в 4 доме гороскопа может давать важные перемены в отношениях с мамой и у мамы. Если вы давно с мамой не виделись, то может быть такое, что вы с мамой наконец увидитесь. Либо если вы с мамой были в каком-то конфликте, то, возможно, настало время решить этот конфликт. Но если у вас в отношениях с мамой все хорошо, то избегайте конфликтов, потому что если вы законфликтуете на момент затмения, то это может потянуть за собой очень серьезные длительные последствия. В принципе, затмение обещает желание и возможность решить какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, транспортом в ближайшие полгода. Но также очень важно, что 4 дом гороскопа — это дом внутреннего ощущения счастья. Поэтому не исключено, что овны, особенно даже не только в ближайшие полгода, но в ближайший год, хотя о результатах этого затмения мы будем говорить уже еще много раз, но овны не исключено, что почувствуют необходимость в защите личных границ, личной безопасности. Поэтому тема жилья, которая уже не первый раз для вас актуальна, она может быть актуальной как никогда, но и тема
избегание манипуляций, научиться, как эти манипуляции предотвращать. Тема выгорания, тема депрессии, тема выхода из какого-то затянувшегося состояния будет очень актуальна. Кто-то из овнов захочет изучать психологию, кто-то из овнов захочет пойти работать с психологом, заниматься с психологом. И помимо того, что вот решать вопросы недвижимости и транспорта, может быть актуален вопрос ремонта, может быть актуален вопрос обновления мебели, актуален вопрос укрепления, укоренения в том месте, где вы живете, либо поиска лучшего места, где жить, потому что четвертый дом внутреннего ощущения счастья при таких транзитах раздраконен. Есть еще одна очень важная история, когда у нас затмение происходит в четвертом доме внутреннего счастья. Очень часто бывает так, что человек очень хочет какого-то самовыражения. И в ближайшие 1,5 года для овнов может наступить такой момент, что я хочу как-то себя выразить. Поэтому те, кто не вел социальные сети, могут вдруг резко захотеть вести социальные сети. Те, кто никогда в жизни не занимался актерским мастерством, нигде не выступал, вдруг может захотеть пойти на курсы актерского мастерства. Вот эта вся история может быть актуальна. Если вы обучаете, если вы преподаете, если вы занимаетесь каким-то видом деятельности и хотите дальше передавать свои знания, то у вас может быть желание открыть, зарегистрировать свою школу. Очень актуальна тоже может быть история. Если вы, допустим, если у вас есть ребенок, да, и он овен, то затмение в этом четвертом доме гороскопа может означать начало обучения в школе. Если вы учитесь в школе, то может быть смена школы, и неважно, какой вы школе учитесь, сколько вам лет, то может быть смена школы. И в принципе, наверное, все такие важные события. Самое главное, что у вас будет очень эмоционально. Может быть этот период очень эмоциональным, когда такие качели, когда очень много ярких эмоций и ярких событий в жизни, дающих вам вот этот вот эмоциональный всплеск, эмоциональную разгрузку. Это могут быть очень счастливые события, это могут быть разные события, но просто ваше внутреннее ощущение счастья в этот период будет, так, выпечено. Тельцы. У вас затмение будет происходить в третьем доме гороскопа. Для вас особенно актуальна история, связанная с документами. Связанная с документами, с договоренностями, сделками, контрактами, какими-то предложениями. То есть будьте внимательны, особенно в момент затмения, не заключайте какие-то сделки, договора, не подписывайте бумаги важные, потому что в созвездии Ашлеша тут большая вероятность какого-то обмана, хитрости, коварства и хитрости, коварства в контактах и коммуникациях. Но вообще затмение в третьем доме гороскопа означает, что в ближайшие 1,5 года, как минимум, вот если у вас особенно на важные точки в третьем доме гороскопа затмение попадает, то даже в полгода в ближайшее у вас может значительно меняться окружение, круг общения. Это может быть смена, допустим, рабочего коллектива. Это может быть связано с переездом. Это может быть связано с вашим вхождением куда-то, и вы начинаете много общаться. Это может быть связано с вашей сменой сферы деятельности, либо с вашей деятельностью, либо с вашим началом какой-то деятельности, когда изменяется кардинально количество людей, с которыми вы общаетесь. Также третий дом гороскопа — это дом хобби и собственных усилий. Поэтому может быть такое, что, знаете, щелкнуло в какой-то момент: так, хватит сидеть сложа руки, пора действовать. Начинаем действовать, начинаем что-то делать, и у вас может проснуться такая энергия активная, желание заняться спортом, желание решать какие-то вопросы, строить планы. Третий дом — дом документов, поэтому в ближайшие полгода вопросы какие-то застопорившиеся по документам, которые давно не решались, либо которые вы давно откладывали, тоже могут начать двигаться, вы можете начать решать такие вопросы. Кроме этого, это еще и дом хобби, поэтому появление какого-то хобби, увлечения, интереса может быть по затмению в третьем доме гороскопа, появление каких-то новых друзей, перемены в жизни братьев и сестер, перемены в отношениях с братьями и сестрами.
И по третьему дому гороскопа еще очень важно — это бизнес, соцсети. То есть если вы не вели бизнес, у вас может появиться желание начать бизнес. Если вы не вели соцсети, то может появиться желание начать вести соцсети. Может быть, как-то переформатировать, поменять, то есть переоформление бизнеса, переформатирование самого вот этого формата ведения социальных сетей тоже может быть. И какие-то новости, слухи, сплетни, избегайте вот этого вот копания в грязном белье, в распространении новостей, слухов, потому что вы можете быть вовлечены в какие-то информационные истории. Но также у вас еще есть вероятность того, что вы можете поменять технику, телефон, компьютер, какие-то крупные такие покупки, связанные с техникой. Оборудованием у вас тоже могут быть. Близнецы, у вас затмение во втором доме гороскопа, и затмение во втором доме гороскопа — это, конечно же, значимые перемены по финансам в первую очередь, а эти перемены по финансам, они могут быть вызваны несколькими обстоятельствами. Как вашими какими-то крупными тратами, то есть вы хотите что-то купить, вы хотите что-то приобрести. Поэтому для близнецов, которые, например, давно собирались купить квартиру, машину, это затмение во втором доме гороскопа тоже может означать примерно такой результат. Да, крупные траты, либо крупные какие-то перемены. Это не обязательно траты, это могут быть и крупные приходы денег, это могут быть изменения в уровне оплаты труда, то есть вам поднимают уровень оплаты труда, либо вам выплачивают какую-то крупную премию. Но также затмение во втором доме гороскопа может давать перемены по финансам из-за перемен в работе. То есть смена должности, смена работы, появление новой работы — это все тоже может быть по результатам затмения. Очень важное значение второго дома гороскопа — это родители. Там и мама, и папа, поэтому могут происходить перемены в родительской семье, в отношениях с родителями. Вы можете просить помощи у родителей, либо вы сами можете помогать родителям, либо просто, допустим, если вы давно не виделись, то встретиться с родителями, либо поучаствовать каким-то образом в делах родителей. Также второй дом гороскопа — это зубы, зрение, и у близнецов может наступить период, когда пора заняться долгосрочным лечением зубов, каким-то планированием. Но еще второй дом гороскопа отвечает за владение иностранными языками, поэтому близнецы могут удариться активно в изучении иностранного языка, могут удариться активно в практику иностранного языка, в ораторское мастерство, в тренировку речи, в то, чтобы наводить порядок в этой сфере, в том, как мы говорим. Возможно, даже вам придется много говорить, много выступать, либо какие-то важные перемены в том, как вы говорите, что вы говорите, тоже могут происходить в ваших знаниях иностранных языков. Ну и, как я уже сказала, в уровне финансовом тоже, в принципе, будут важные перемены. И что немаловажно, что у вас на затмение попадает управитель всего гороскопа, главная для вас планета, отвечающая за ваше здоровье, поэтому будьте внимательны к здоровью, особенно в районе затмения. Не перетруждайтесь, не переохлаждайтесь, не находитесь долго на солнце, избегайте интоксикаций различных, повышенных нагрузок и различных договоренностей и различных махинаций финансовых, когда вам что-то предлагают, обогащение срочное, быстрое и так далее. Хотя вот у некоторых близнецов может быть какая-то, допустим, продажа недвижимости, такие истории. Но поскольку у нас тут Ашлеша и очень такая комбинация на четвертом, десятом доме гороскопа Венера в падении, Сатурн инспектирует четвертый дом гороскопа, то могут быть какие-то странные истории, еще связанные с местом жительства. И если продажи, то может быть не очень удачно, поэтому очень внимательно, тоже тщательно все это проверяйте. Раки. У вас затмение в первом доме гороскопа, и, конечно, с одной стороны, здесь есть указание на то, что вы можете, допустим, какую-то удачу испытать, связанную с вашим имиджем, статусом, репутацией. Могут происходить какие-то важные перемены в вашей
репутации, вашем имидже и статусе. То есть, например, если вы давно в отношениях, не получаете никакого предложения, раз вам сделали предложение о том, чтобы пожениться. Но, помимо прочего, затмение в первом доме гороскопа — это затмение, обращающее внимание на наше здоровье, на то, что мы должны озаботиться здоровьем, либо уделить ему больше внимания, либо то, что в ближайшие полгода эта тема будет актуальна. Здоровье, внешний вид, возможно, кто-то захочет заниматься спортом, возможно, кто-то на какую-то диету, но я это не рекомендую, да, вы все должны решать, исходя из показаний вашего здоровья, врача. Но, в принципе, тема здоровья, тема внешности, тема подачи, тема ваших навыков, умений, того, как вы выглядите, она будет очень актуальна. Кроме этого, у некоторых раков могут быть сильное желание вложиться в себя. То есть это, в принципе, тоже связано с темой внешности. Вложение в себя, в свое, вообще даже не так, не то чтобы вложение в себя, но у некоторых раков может проснуться история в ближайшие полгода, как сколько можно делать для других, почему я не делаю для себя. То есть потянуть одеяло на себя и обратить внимание на то, что мы где-то находимся в позиции жертвы, обратить внимание на то, что мы где-то слишком много делаем для других, и может быть желание в это время сделать для себя. Также может быть, какая-то, история, когда, наоборот, другие могут к вам предъявлять претензии, потому что вы, допустим, много делаете для себя, либо другие будут требовать от вас, чтобы вы давали больше, чем вы можете. То есть тема взаимоотношений с другими людьми, она тоже будет актуальна, потому что Раху-то у нас будет в 7 доме гороскопа, а Кету в 1. И Кету в 1, он обычно забирает наши силы. Ну, пока что у нас еще Кету не в 1 доме гороскопа, но просто эта тема уже может всплыть, что вам могут предъявлять претензии. А почему ты себе уделяешь больше внимания, чем мне? И будьте осторожны, в ближайшие вообще 1,5 года у вас может быть такая история, что другие люди могут начать от вас действительно требовать отдачи, что вы должны им давать больше, чем вы можете, например, либо что вы им недостаточно додаете. Такие манипуляции могут быть в вашу сторону. Но в первую очередь для вас это, конечно, история про здоровье, про внешность, про самоподачу, про любовь к себе. Тоже я бы сказала, что нужно на ближайшие 1,5 года поставить себе прям такое напоминание, не забывать о себе. Львы. У вас затмение будет в 12 доме гороскопа, и затмение в 12 доме гороскопа, с учетом того, что у нас в 12 доме гороскопа оказывается Юпитер еще во время затмения Венера у нас в падении во 2 доме гороскопа, в 11 доме гороскопа у нас Марс находится. Львам актуальное предупреждение, и это, в принципе, всегда мое предупреждение для тех, у кого затмение в 12 доме гороскопа больше всех. Избегайте различных финансовых махинаций, предложений быстрого обогащения, мошенников, подозрительных ссылок, подозрительных предложений, потому что затмение в 12 доме гороскопа очень часто сильно активирует тему мошенничества в отношении вас, тему каких-то незаконных, сомнительных предложений, но также затмение в 12 доме гороскопа указывает на то, что у львов в ближайшие полгода могут быть какие-то важные поездки, либо может быть актуальна тема переезда, тема какого-то уединения. То есть вы можете хотеть больше как-то уединяться, прятаться, проводить время наедине с собой, отсекать какие-то контакты, уходить в какое-то затворничество. Но также это тема творчества. Творчество, если вы пишете, если вы писатель, музыкант, если вы творческий человек, то для вас это очень такое, может быть, продуктивное затмение, когда вы можете что-то сотворить, написать, какую-то книгу, музыку и так далее. И актуальна может быть тема посещения больниц, санаториев, медицинских учреждений. Актуальна тема посещения закрытых организаций в ближайшие полгода. Может быть, кто-то захочет на обследование, может быть, кто-то на какой-то ретрит молчания уедет, может быть, кто-то будет
планы какие-то вынашивать. То есть это такой период, когда мы что-то вынашиваем в тишине и никому ничего не рассказываем. Но вообще даже может быть еще такое, что затмение в 12-м доме гороскопа все ваши планы завязывает на другие города и другие страны. То есть вы можете быть психологически вовлечены в истории, которые происходят в другом городе, в другой стране. Может быть, вы будете договариваться, переписываться, организовывать какие-то поездки, какие-то сделки и все, что связано с контактами с каким-то другим городом или с другой страной. Но в целом для вас самое-самое актуальное — это финансовые вопросы, финансовая безопасность и ваша бдительность. Девы, у вас затмение будет происходить в 11-м доме гороскопа. 11-й дом гороскопа отвечает за награды, достижения, дополнительную прибыль, исполнение желаний и ваши цели. Вообще, когда затмение в 11-м доме гороскопа происходит, у нас могут кардинально меняться наши цели, жизненные планы. Мы планировали одно, происходит что-то, что меняет направление нашей жизни, и мы начинаем перестраиваться. Также может быть актуален вопрос ваших достижений в жизни, ваших каких-то а, премий, которые вам полагаются, повышение уровня оплаты труда. То есть могут происходить значительные перемены по оплате труда, по финансам, по премиям, по каким-то грантам, стипендиям, что вы заслужили, что вы не заслужили. Также это сообщества, в которых вы состоите, и значительные перемены в сообществах. У кого-то в плюс, у кого-то в минус. Будьте аккуратны. Можно схлопотать и блокировку в каком-то сообществе тоже при затмении в 11-м доме гороскопа. Но можно и очень сильно расширить свои сообщества, либо войти в какие-то значимые сообщества. Также могут быть истории обманов и хитростей именно в тех сообществах, в которых вы состоите. Например, какой-то внутренний там предатель нарисуется или какой-то человек, который делает все из-под тишка. Оформление, переоформление счетов, карт, депозитов. Если у вас есть депозиты, если у вас есть карты, счета, чтобы это все было тоже законно и аккуратно, потому что если незаконно, неаккуратно, то такие моменты могут скрывать незаконность, неаккуратность. Тема отношений с друзьями, тема бизнеса тоже будет актуальна. Если у вас есть бизнес, то это может быть смена направления в бизнесе, переоформление бизнеса. Если у кого-то нет бизнеса, то может появиться желание его открыть. Если есть бизнес, то может быть желание его переоформить либо закрыть. Вот такие вот истории будут происходить у дев по затмению в 11-м доме гороскопа. В принципе, наверное, все я сказала, но мне такое ощущение, что вот я девам что-то еще забыла додать. Затмение в 11-м доме гороскопа — это еще и ваши, ну, цели, планы я сказала. Цели, да, цели у кого-то может быть достигнута какая-то важная цель, которую вы давно себе ставили. То есть это может быть закрытие цели и еще исполнение мечты, получение каких-то важных, значимых подарков. Весы. У вас затмение будет происходить в 10-м доме гороскопа. Это дом работы, статуса, карьеры, репутации. При том, что у нас еще Сатурн идет по 6-му дому гороскопа, очень важно быть внимательнее к своей репутации и не топать ножкой, не хлопать и следить за языком, грубо говоря, в вопросах карьеры, работы. Я бы рекомендовала весам не бросать работу спонтанно, в сердцах, не делать резких шагов, потому что с работой могут быть какие-то крутые американские горки. Затмение в 10-м доме гороскопа может менять работу, может менять статус, может менять должность, может менять репутацию. Но потом у вас по 10-му дому гороскопа пойдет Кету. Если вдруг вы в сердцах топнете ножкой и уволитесь с работы в никуда, то работу, может быть, найти сложно. Поэтому вопросы работы, вопросы, как будто вам кажется иногда, что в работе происходят какие-то странные истории, что, может быть, кто-то там что-то делает против вас, что вы, может быть, где-то как белая ворона на работе. Будьте терпеливы и сохраняйте спокойствие, потому что вам может казаться, что что-то не так, но это не значит, что что-то не так.
Потом, получение важного статуса, то, что вы давно, допустим, хотели. Вид на жительство, гражданство, выход на пенсию, регистрация отношений, перемены в отношениях тоже может быть, потому что 10-й дом — это дом любого статуса. И могут происходить в ближайшие полгода перемены со статусом важные. В том числе избегайте обмана в моментах, когда вы платите кому-то за то, чтобы вам оформили статус. И также избегайте фиктивных различных работодателей. Когда вы устраиваетесь на работу, проверяйте, пожалуйста, куда вы идете работать. Скорпионы. У вас затмение в 9-м доме гороскопа, в доме власти, в доме руководителя, учебы, в доме отца, в доме зарубежных организаций. Затмение в 9-м доме гороскопа может влиять на ваши отношения с отцом, вообще перемены в отношениях с отцом, с руководителем, с вышестоящим. Поэтому будьте тоже бдительны, если вы захотите что-то там в сердцах крикнуть и бросить. Но также у скорпионов могут быть периоды на учебу, на перемены в учебе, на то, что вы можете какую-то тайную тоже историю изучать, то есть пойти учить какие-то тайные знания получать, либо никому не сказать, что вы пойдете учиться, потому что желание учиться может быть, но учеба может быть такая, очень странная, либо какая-то тайная, либо какая-то, допустим, незаконная, куда-то пойти учиться, где вам вообще нельзя учиться. В общем, какие-то истории, связанные с учебой, с духовными знаниями, с духовным учителем. То есть может появиться учитель в вашей жизни какой-то важный, может появиться какой-то гуру, но также 9-й дом — это дом органов власти. И когда затмение в 9-м доме гороскопа происходит, могут решаться какие-то важные вопросы, связанные с государственными органами власти, подача туда документов, получение каких-то важных ответов. Но если вы где-то совершаете какие-то махинации, если вы где-то хитрите с налогами, еще с чем-то, то высока вероятность, что наказание последует очень быстро. Поэтому в этих вопросах, пожалуйста, постарайтесь не хитрить и не совершать никаких махинаций. Вообще, 9-й дом гороскопа — это еще и дом удачи и нашей морали, поэтому затмение в 9-м доме гороскопа может давать какие-то вопросы, связанные с удачей, то есть вам где-то крупно повезло, тем более, что на затмение попадает Гаджи, Кеши и Йога, но также затмение в 9-м доме гороскопа может менять ваше жизненное мировоззрение, жизненные ориентиры, жизненную философию, вопросы морали. А у кого-то может быть даже желание поменять религию, либо пойти срочно покреститься, пойти срочно там начать ходить в храм и все, что связано с верой в том числе. Стрельцы, у вас затмение будет в 8-м доме гороскопа. 8-й дом гороскопа — дом чужих денег, дом кризисов, дом тайн, эзотерики, астрологии, дом, отвечающий за налоги, страховки, за все тайное, неизведанное. И затмение в 8-м доме гороскопа может. Тут тоже, кстати, очень важная тема — избегать махинаций, избегать обмана, предательства, психологических каких-то уловок со стороны других людей и самому не быть очень жадным, потому что затмение в 8-м доме гороскопа может давать жадность к другим, к деньгам других людей, либо другие люди могут быть жадными по отношению к вашим деньгам, поэтому будьте осторожны. Но также темы наследства, страховок, темы налогов, будьте внимательны в оплате налогов, не хитрите. Налоговая может проверять дополнительно счета людей, у которых вот затмение в 8-м доме гороскопа. Тема желания заглянуть куда-то вглубь, то есть пойти в психологию, в психиатрию, пойти изучать астрологию, таро, нумерологию, начать интересоваться какими-то тайными, запретными историями. Затмение в 8-м доме гороскопа может добавить в вашу жизнь немножко таких каких-то запретных историй, где вы нарушаете, где вы хотите испытать адреналин, но я не рекомендую заниматься экстремальными видами спорта и какими-то травмоопасными видами деятельности, потому что затмение в 8-м доме гороскопа может в вашу жизнь приносить ситуации, связанные со стрессом и риском, и это не очень благоприятно такими вещами заниматься.
Внезапные ситуации обогащения, внезапные ситуации резкой потери денег, в том числе благодаря каким-то крупным покупкам. Поэтому тоже, пожалуйста, будьте бдительны и не доверяйте людям с сомнительными предложениями. Козероги, у вас затмение в седьмом доме гороскопа, то есть у вас на ближайшие полтора даже года, даже чуть больше, у вас активируется тема отношений с другими людьми, тема партнерства, брака, личной жизни, перемен в личной жизни, перемен в командах, перемен в отношениях с другими людьми. Если вы хотели, допустим, эмигрировать куда-то в Америку, в Австралию, в Испанию, в Италию, то у вас может быть активирована эта тема. Также, если вы хотели начать отношения, то тоже эта тема будет очень актуальна. Вступить в отношения, поменять что-то в отношениях, но это могут быть и смены команд, смены партнеров. Партнеры могут быть по бизнес-партнерству. Партнеры это могут быть помощники по хозяйству. То есть, если у вас не было помощника, то вы можете задуматься о том, чтобы какого-то помощника взять. Если у вас был помощник, то он может захотеть уйти. Также седьмой дом гороскопа у нас связан с бизнесом, и эта тема может быть бизнес-партнерства, клиентов, консультаций. Если вы не консультировали, вы можете захотеть начать консультировать. Если вы консультировали, у вас может появиться желание прекратить это делать. То есть такие могут быть истории, и истории взаимоотношений с другими людьми, баланса брать-давать тоже будут актуальны. Кто больше вкладывается, кто меньше вкладывается, кто должен отдавать, кто будет брать, или как нам поменяться ролями, это тоже история будет актуальна. Водолей, у вас затмение будет происходить в шестом доме гороскопа, и на ближайшие полтора года я вам рекомендую внимательно и тщательно относиться к историям смены работы. Если вы вдруг захотите топнуть ножкой и просто уволиться в никуда, то может быть такое, что работу вам потом будет сложно найти. Поэтому тема работы, тема выполнения своих обязанностей, тема того вообще, какие у вас есть обязанности, тема вашего жизненного графика, режима труда и отдыха будет актуальна. У водолеев может быть актуальна тема, что тоже вы, допустим, захотите пересмотреть свои вообще привычки, свой график, режим работы, пересмотреть свое здоровье, подходы к спорту, к лечению. Это все будет актуально. Подходы к долгам, к тратам, к кредитам. У кого-то из водолеев могут быть какие-то крупные кредитные обязательства. Домашние питомцы, вопросы домашних питомцев могут подниматься. Также у водолеев еще может быть тема избавления от вредных привычек актуальна, но и тема врагов, да, когда какие-то люди приходят, которые там чего-то от вас хотят. Тема судебных дел у некоторых из водолеев может быть активна. Тема лечения, тема занятий спортом. В работе может быть как раз эта история, когда пересматриваются ваши функциональные обязанности. Еще по шестому дому гороскопа затмение может давать желание что-то поменять в своей рутине, избавиться от какой-то части рутины. Но важно, что некоторые водолеи в ближайшие полтора года, кто работает, захотят уволиться с работы, захотят пойти в собственный бизнес, собственное дело. И тут, конечно, нужно 10 раз подумать, либо поизучать свой гороскоп, тенденции, потому что пока Сатурн идет по второму дому гороскопа, может быть, собственное дело там не сильно как бы полетит, да, но такое желание может быть у водолеев уйти с работы, может быть, кто-то в декрет пойдет, тоже такая история не исключена. Рыбы, у вас затмение в пятом доме гороскопа. Конечно, это темы детей, учебы, проектов, влюбленности, романов, подарков у вас будут активированы. Темы вашего ментального состояния. Пятый дом– это дом нашего ментального состояния, нашего ума. Поэтому затмение в пятом доме гороскопа может включать тему «хочу детей», «хочу забеременеть». У кого-то это затмение может активировать и действительно будет зачатие, рождение ребенка, но также поступление в институт, поступление на учебу, поступление на какое-то длительное обучение в первую очередь, запуск какого-то собственного проекта, появление домашнего питомца, появление какого-то нового члена семьи.
но также темы отдыха, развлечений, тема ремонта, когда я хочу ходить на концерты, выставки, выступать, когда я хочу быть на виду, когда я хочу быть публичным. Что еще может быть? Еще может быть актуальна тема какого-то творчества, когда вы чем-то увлечетесь, либо когда вы очень сильно влюбитесь, и у вас будет конфетно-букетный период, такое тоже может быть. Но и в ближайшие 1,5 года у рыб могут быть периоды очень ярких впечатлений, очень ярких каких-то событий жизненных, которые будут давать высокую эмоцию. Высокую эмоцию, которая, означает, что просто какие-то яркие события в вашей жизни незаурядные, нестандартные происходят. И, конечно же, важные перемены в жизни детей тоже могут быть. Если вы учитесь, то в учебе, если у вас есть проекты, то в проектах, если вы предприниматель, то это может быть тема открытия, допустим, какого-то магазина, филиала, какого-то ответвления вашего. На этом наш сегодняшний анализ солнечного затмения 12 августа 2026 года завершен. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.